таинственное и непознаваемое. Вещи, которые, казалось бы, не подвергаются никакому научному анализу. Но так ли это? То есть, если какое-то таинственное событие один раз произошло, оно не подвергается никакому эксперименту. Однако это недостаточный критерий для того, чтобы выносить этот класс событий за рамки научного анализа. Мы точно не знаем, где конкретно локализуется элементарная частица. Значит ли это, что мы должны всю квантовую механику выносить за рамки метода научного анализа? Конечно же нет. И вот у нас есть такой класс данных, которые принято игнорировать в современной материалистической парадигме. У нас есть феномен шизофрении. Больные шизофренией люди все как один описывают одно и то же инвариативное ядро своего опыта. Это люди начинают видеть неких существ. Эти существа могут отличаться в зависимости от культурного бэкграунда человека, но все они действуют по одному и тому же шаблону. Сперва они появляются вокруг человека, потом они подталкивают его разрывать свои родственные связи, увольняться с работы, замыкаться в себе. Человек боится кому-либо об этом рассказать из своих близких, потому что он сразу же будет стигматизирован, потому что другие люди не видят того, что он видит он. Но вот ключевой вопрос. Если эта схема фактически захвата человека повторяется вновь и вновь, что если она объективна? Если это все бред, тогда логически ожидаемо не находить в нем никакого инвариативного ядра. То есть это должны быть совершенно случайные, меняющиеся от человека к человеку образы. И здесь же мы видим стратегию постепенного захвата личности вот этими сущностями. Далее начинается следующая стадия. Они заставляют его выполнять различные религиозные ритуалы разного характера. Причем очень часто это связано с энтропией, с распадом, с грязью. То есть человек не моется, не перестает следить за собой. Все эти вещи потом могут привести к самоубийству, если не лечить шизофрению. Исходя из методологического натурализма, исходя из материалистических постулатов, мы, конечно же, принимаем как данность, что раз большинство людей не видят этих сущностей, их видят только вот шизофреники в своей голове, значит, этих сущностей объективно не существует. Но что, если это не так? То есть большинство людей сегодня не видят темной материи, они не видят темной энергии. Тем не менее, эти явления объективно есть, и они указывают на то, что существует скрытая архитектура Вселенной, которую мы просто не наблюдаем. То есть мы видим конкретные следствия этих действий, мы видим поведение шизофреника, мы видим душевную боль шизофреника. Он нам говорит о том, что это происходит из-за голосов в его голове, из-за образов. Мы же заявляем, что этого не существует, но мы не можем этого доказать. И сам факт инвариативного ядра, что множество людей в разных странах, в разных культурах по абсолютно тому же шаблону захвата психики, захвата личности подвергаются одному и тому же воздействию, указывает на то, что оно может быть объективным. Поэтому это вот у нас есть такой первый пункт, очень важный, под вопросом, что это такое. Но есть и другие. Например, у нас есть феномен сонного паралича, который также обладает своим инвариативным ядром. То есть человек обнаруживает себя делокализованным от тела, то есть он видит себя со стороны, не внутри своего тела, и видит, как ему на грудь и вокруг в его комнате сели некие существа. Опять же, эти существа всегда отличаются в зависимости от культурного восприятия человека, но сам факт того, что это существа, которые сели ему на грудь, не меняются. Так почему мы откидываем вариант априори, что этого не может объективно происходить, если существует инвариативное ядро? И далее у нас есть еще такой феномен гадалок и предсказателей. И, конечно же, материализм говорит о том, что это все шарлатаны, которые все продумали и обманывают людей. И это действительно так. Среди них объективно есть шарлатаны, которые просто ищут информацию о человеке, находят ее и пытаются продать это за какое-то тайное знание. Однако есть и более глобальные феномены таких вот личностей, как, например, Нострадамус или Ванга, которые
скажем так, перешли вот этот порог социального скепсиса. Это вот очень важный момент, потому что как только человек говорит, что он видит что-то, чего другие не видят, как только он заявляет себя там, обладающим способностью видеть будущее, с чем он в первую очередь сталкивается? Конечно же, со скепсисом. То есть в первую очередь все говорят, любой человек в его окружении говорит, ты просто врешь, ты параноик, у тебя болезнь. Но когда этот порог переходит вот этот социальный скепсис, это означает, что в нем есть какое-то зерно, которое реально не выводится из человеческого знания. То есть такой человек дал какие-то определенные предсказания, раз к нему толпой начали выстраиваться люди. То есть это более логичная мысль, чем объяснять это каким-то коллективным помешательством. То есть та же самая Ванга, к ней летали, это объективно зафиксированная информация, к ней летали даже из аппарата президента Российской Федерации спрашивать, получит ли Ельцин второй срок. То есть даже на уровне власти люди, может быть, там даже и не верили, но все равно ехали проверить, а так ли это. Следовательно, внутри там может быть какое-то реально знание той архитектуры, которая сокрыта, и у нас нету в материализме никакого объяснения. То есть мы не можем редуцировать этот опыт до несуществующего. И также у нас есть феномен так называемых исчезающих предметов, который также в материализме объясняется через когнитивные искажения, то есть это забывчивость. Вот, например, я положил сюда фломастер, а потом вдруг его здесь нету, и я его обнаруживаю лежащим где-нибудь там на улице, что очень странно, потому что я всегда его оставляю здесь. Материализм, конечно же, это будет списывать на мою забывчивость, однако существуют случаи коллективного эмпирического наблюдения таких феноменов, когда люди со стороны действительно говорят, да, я знаю, что ты кладешь сюда фломастер, там ты кладешь ключи всегда сюда, я это подтверждаю, я их тоже видел, они были здесь, сейчас их нету. Потом люди ищут эти ключи, и вдруг через несколько дней они оказываются на том же месте, где их до этого не было. Или лежат где-то в другом месте. То есть это уже с трудом объясняется в рамках материализма. Например, большое количество школьных стрелков в американских школах часто апеллируют вот к тому, что голоса в голове заставили их пойти совершать эти преступления, и, естественно, и логично, то есть это попытка перенести ответственность на эти голоса, естественно, и никто ее всерьез не воспринимает. Однако сам факт того, что вот это явление подтверждается эмпирически, в том числе в показаниях шизофреников, то есть они действительно слышат множество голосов, и эти голоса, как правило, бьют по человеческому достоинству, сподвигают его совершать преступления, сподвигают его совершить самоубийство, говорят, что он ничтожен, и это же совершенно, этот же паттерн потом воспроизводится у детей, которым не поставлен диагноз даже шизофрении на самом деле. И есть также еще один феномен животных, которые могут смотреть в одну точку и видеть там что-то, чего объективно человек не видит. Или даже порой воевать с какими-то невидимыми сущностями, такое бывает тоже очень редко. Вот это вот все эмпирические данные, то есть их мы можем либо полностью игнорировать, либо решать через ad-hoc, как это делает материализм. То есть материализм имеет ситуативное объяснение ad-hoc, заплатку на каждый из этих пунктов. То есть, это потому что когнитивные искажения, это потому что показалось, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но что если мы попробуем системно ответить на все вот эти вызовы и разом решить вопрос, как вообще все это возможно? Мы открываем исламский семиотический корпус, который вы все обожаете, кто не мусульмане, кто смотрит мой канал. И вы, естественно, спрашиваете здесь, а почему же мы открываем его, а не Веды? Почему мы не открываем Библию? Почему мы не открываем какие-то буддийские тексты древних? Ответ на вопрос, потому что из коранического текста выводится онтологическая модель, которая одной сущностью объясняет все вот эти вопросы. То есть в исламском семиотическом корпусе постулируется существование цивилизаций, которых человек не видит. То есть конкретная цитата: «Они вас видят оттуда, откуда вы их не видите». И вот эта вот одна позиция, она сразу же разрешает парадокс Ферми. Потому что парадокс Ферми, я вам напомню, он заключается в вопросе, почему
Мы не видим органической жизни, то есть где другие цивилизации во Вселенной. То есть большое количество времени уже прошло, и за это время должны были появиться какие-то цивилизации. Так вот, в кораническом тексте эти сущности вообще не являются материальными, то есть они не сделаны из материи. И самое главное, задается принцип инкапсуляции, то есть это уровень архитектуры, скрытый от нашего сознания. Так вот, согласно кораническому тексту, человек проходит в тестовой среде испытания, а вот эти инкапсулированные существа — это вот умножение его стремлений. Так вот, когда человек идет по зову этих нашептываний, это не значит, что эти существа виноваты. То есть точно так же, как у школьного стрелка, существа уже давили на те негативные тенденции и те болезни, которые у человека уже были. То есть человек мог превзойти вот эту вот обиду, травлю, которую он там перенес. Но он пошел по зову этих вот нашептываний. Вот эта цивилизация, она так и называется, джинны, это, по сути, то, что в христианстве называется бесами. Или в католицизме, в православии это бесы, в католицизме это демоны. То есть, по сути, это просто цивилизация, которая существует и живет на планете и во Вселенной в том числе, параллельно с людьми. Причем это цивилизация, которая была создана до людей еще. Среди них есть те, кто исполняют предписания системы, так же, как и человек, у них есть свобода воли, они могут отказаться от вот этого разрушения системы в пользу созидания, но многие из них идут по этому пути. Материалист, конечно, услышав все это, скажет, что это все сказки и домыслы древних. Однако вот эта цифра, 97% ненаблюдаемой Вселенной, не дает ему достаточности основания для того, чтобы отрицать этот пункт. Вводя эту сущность, мы решаем сразу же парадокс Ферми, то есть мы его снимаем, у нас есть другие цивилизации во Вселенной, мы просто их не видим, и у нас разрешаются все вот эти вопросы. То есть мы понимаем, откуда могут быть нашептывания, мы разрешаем, откуда инвариативное ядро вот этих переживаний шизофреника. То есть если это объективно сущности, и мы допускаем вероятность их существования, тогда понятно, что они действуют по одному и тому же шаблону, и у них есть что? Конкретная цель. Их конкретная цель — увести человека с прямого пути, заставить его исполнять какие-то их ритуалы, заставить его порвать отношения с близкими, а в исламе, я напомню, очень ценятся отношения с близкими, и человек их должен поддерживать, даже если его близкие неверующие люди, он обязан их поддерживать, он обязан следить за родителями. А шизофреники, наоборот, рвут отношения со своими близкими, замыкаются в себе и совершают что? Очень часто самоубийство. То есть самоубийство — один из самых страшных грехов в исламе. Не самый страшный, но один из них. Феномен гадалок и предсказателей также находит свое объяснение. То есть в кораническом тексте конкретно объясняется, что джинны пытаются получить информацию из хранимой скрижали, то есть из информационной матрицы. Есть конкретные системы защиты, однако частично эту информацию они могут получить и по цепочке начать ее передавать все ниже и ниже, вплоть до предсказателя, к которому она уже приходит в искаженном виде. Так вот, это не какая-то абстрактная эзотерика, это наука, потому что мы это можем проверить эмпирически. Мы отсюда делаем проверяемое предсказание о том, что, во-первых, в обществе будут появляться люди, которые будут знать будущие события, однако ни один из них не сможет системно и качественно давать предсказания обо всем на свете. Потому что если эта информация искажается, это значит, что половина из нее перемешана с каким-то враньем, которое в нее добавили, а какую-то информацию украсть вообще не удалось. И, следовательно, на каждое одно предсказание, очень точное и реально невыводимое из материализма, как человек об этом узнал, будет там, ну, условно говоря, 5 других или 9 других, которые не будут сбываться. И вот те люди, у которых больше этих позитивных
предсказаний, они и становятся такими, как Ванга, они и становятся такими, как Нострадамус, они знают информацию о системе, но вот вся проблема. То есть люди начинают сразу же уже этих людей боготворить, уже за этими людьми следовать, потому что они думают, о, ну раз у него есть какие-то знания, значит вот он их получил. А это вот то место, где питаются эзотерики. То есть эзотерики как раз и занимаются этим. То есть они, если вы возьмете любую эзотерическую книжку, она позиционирует себя тоже как знание, и только тот человек, который присягает как бы этому знанию, становится избранным. То есть это питает человеческое эго. У нас есть текст, который постулирует в себя инструкции от создателя системы. Следовательно, если ты следуешь не исходному тексту, а каким-то вот этим вот искажениям и каким-то гадалкам и предсказателям, то ты уходишь с прямого пути. Более того, у мусульманина, который доверился там, гаданиям, поверил каким-то предсказательницам, в течение месяца, ну там чуть больше, не принимается молитва его. То есть это запрещено вообще в исламе. Указано, что джинны обитают в различных грязных местах, питаются какими-то продуктами распада, не физически, а, видимо, получают какой-то субстрат и обладают возможностью, опять же, ограниченной, но возможностью передвигать предметы на расстоянии. То есть у нас есть история про пророка Соломона, Сулеймана, алейхиссалям, и есть история про трон, который джинны предлагали ему молниеносно перемещать из одного места в другое. Ну так вот тогда вот эти вот исчезающие предметы могут быть вот этим воздействием. То есть джинны в какой-то момент берут предмет, пока человек не замечает, перемещают его в другое место. И этим же объясняются все вот эти вот слабо верифицируемые мистические события. То есть когда человек видит, как у него в квартире сама по себе написалась какая-то надпись, или он услышал какой-то голос, услышал какое-то отчетливо чье-то присутствие. Опять же, мы не можем это повторить экспериментально, мы не можем еще раз это верифицировать. Сама природа этих джиннов, она хаотична, то есть они не выполняют какой-то закон, то есть это не принцип наименьшего действия, это наоборот вот тот элемент случайности, тот элемент неопределенности, который необходим в системе, где запущена стрела времени, и у человека есть свобода выбора. И на самом деле, если бы люди доверились этому сообщению, они бы могли выработать качественно иные методики, например, для лечения шизофрении. То есть вместо того, чтобы подвергать больного настракизму, говорить ему, что он вот видит то, чего не существует, на самом деле человек мог бы объединиться с врачом вместе и, наоборот, бороться с этими сущностями, и тогда он бы не чувствовал себя как вот именно шизофреником и больным, он бы чувствовал себя солдатом, который ведет вот эту вот войну против вот этих вот сущностей. Теперь у нас есть канонический текст, который задает конкретные критерии своей проверки, критерии фальсификации, и если они проходят, вот эта информация о существовании скрытого слоя реальности, это называется уже конвергенция данных. То есть у нас есть текст, который подтверждается в нем, из него выводится научная модель, которая объясняет реальность, и в том числе вот этот отвергаемый материализмом как несуществующий пласт реальности. То есть мы просто выводим модель, в которой все вот эти вот знаки вопросов автоматически разрешаются и становятся логичными следствиями. То есть мы, если это правда, мы ожидаем увидеть все вот эти вот события, связанные со скрытым и паранормальным. Поэтому задумайтесь, а что если все это действительно правда, если это так хорошо объясняет реальность? На этом канале мы анализируем данные, и если из этих данных выводятся модели, которые объясняют наилучшим образом по выводу к наилучшему объяснению реальность, мы принимаем их как основные, а не называем их культурным вымыслом. Поэтому подписывайтесь, распространяйте эти видео. Будет еще много чего интересного. Спасибо.